Всем привет, друзья! Вы на канале Like It Round Mix. И как видно из картинок, мы продолжаем свой рассказ об экскурсии в Киевском музее народной архитектуры и быта, музее под открытым небом в Пирогово. Это наша прогулка в музей не первая. Нам очень нравится эта территория и вообще весь смысл музея. Мы сюда ездили уже много-много раз. В общем-то, с общим назначением, общей экспозицией музея мы уже ознакомились и показывали ее в первом видео. А сейчас у нас есть возможность побродить здесь более спокойно, более целенаправленно и рассматривать уже не только внешний вид строений, но и зайти внутрь жилых помещений. Много хат открыты на вход, и можно увидеть и уклад жизни, и предметы быта украинцев, которые использовались в повседневной жизни и передавались, как правило, или рекомендации для следующих поколений, лет 200-300, а то и 400 назад. Акцент и нашей прогулки, и сегодняшнего нашего видео – это украинская вышиванка или украинский рушник. Он относится к традиционным украинским символам, и я попытаюсь объяснить сейчас нашу идею и наш интерес. Во всех помещениях, и жилых, и общественных, и ритуальных, и точно так же во всех мероприятиях, которые проводились, и праздничные, и какие-то важные бытовые или религиозные, во всех присутствует украинский рушник. Мы это вот показываем сейчас на видео. Мы снимали и в жилых помещениях, в хатах, и вот сейчас в церкви иконы украшаются рушниками, хлеб, соль выносили на рушниках. В общем, мы внимательно его рассматриваем во всех помещениях. Вот в сельской управе сейчас посмотрим. Среди жилых или бытовых помещений, то есть хат, это единственное помещение в музее, куда можно непосредственно входить, а не только заглядывать. И вот в парадной комнате здесь представлена выставка украинской одежды, немножко уголок посвящен Тарасу Григорьевичу Шевченко, и, конечно, есть обилие украинских рушников. Еще надо уточнить наши правила. Если мы ходим по историческим каким-то местам, которые показывают там жизнь, быт, предметы быта, которыми пользовались люди лет 300, 200, 400 назад, то мы обязательно проводим параллель и сравниваем с сегодняшними вещами, с сегодняшним образом жизни. Вот, например, мы сравнивали сундук, скрыню украинскую с нынешним шкафом. В принципе, функциональное направление то же самое, изменился только внешний вид. Так вот, очень часто в быту того времени встречается и в большом объеме, и в частоте повторения украинский рушник. Через все события жизни он проходит. И мы начали подбирать, что же в теперешнем времени подходит или по внешнему виду, или по смысловому значению вот украинскому рушнику. Для начала давайте обобщим внешний вид рушника. И что же это такое? Это прямоугольный кусок ткани натуральной, либо льняной, либо конопляной, на которой нанесены с помощью вышивки узоры. Это либо рисунки цветочные, там какие-то орнаменты, либо геометрические фигуры. И геометрические фигуры объединялись в символы, и строгое было правило размещения этих узоров на рушнике. Фон рушника, основа или так называемое поле в большинстве случаев было белым, а рисунок наносился контрастным цветом, чаще всего красный или черный, может быть синий, зеленый, и в зависимости от того, что символизировал данный цвет. Еще наше внимание привлекло то, что геометрические узоры собирались в полосы, вышивались полосами, размещались они через пробелы, размещались поперек полотна, и были разной ширины и разной интенсивности цвета, то есть более тонкие, более насыщенные, более широкие, и они чередовались.
В смысловом же значении рушник был символом и оберегом, он хранил и передавал информацию о роде и должен был быть помощником, помочь совершить какие-то действия или выполнить какую-то обязательную программу. Ну, например, начать строительство хаты, или девушкам выйти замуж, или вырастить хороший урожай, ну что-то типа этого. Разные узоры и символы изображались на рушниках. Для обрамления икон использовался один вид рушников, для защиты, например, в дальнюю дорогу или воинов во время сражений, использовались другие узоры и виды рушников. Для женских каких-то событий использовался еще следующий вид рушников. То есть информация, передаваемая и кодируемая в рушниках, была для каждого события определенная. И если обобщить, то рушник хранит и передает информацию, с него можно считать, то есть получить при определенных знаниях эту информацию, и еще он помогает зайти в программу для начала действий или защиты. А по внешнему виду, если обобщенно, то это белый прямоугольник, на котором через пробелы нанесены линии разной толщины и интенсивности цвета, ну как-то так. И давайте придумывать, что в современном мире соответствует вот такому обобщению. Ну вот это наша первая ассоциация, которая сразу приходит на ум. Выглядит штрих-код точно так же. Несет он точно так же информацию и точно так же встречается в нашей повседневной жизни часто. Для удобства сравнения со штрих-кодом я расположила рушник не вертикально, как он обычно находится, а горизонтально, потому что штрих-код считывается слева направо. Небольшое но: штрих-код считывается сканером, направленным лучом, а полученную информацию обрабатывает техника. Теперь вопрос: каким сканером пользовались наши предки много-много веков назад для считывания информации и каким программным обеспечением пользовались, чтобы эту информацию обработать? До наших дней наши предки смогли донести только внешний вид и смысловое значение этого изображения. Напишите в комментариях, как вы относитесь к нашим сравнениям, оцените нашу идею лайком или дизлайком. А это только первая часть наших сравнений. Следующая будет в следующем видео. Всем пока-пока!